Сейчас я нахожусь в страхе за свою жизнь. Все вниз! Все! В страхе за жизнь моих близких. У меня доказательства, что вы не делаете. Что? Вы кто? Я понимала то, что это не спецслужбы. In Russia, a new vigilante force has emerged. Не пытайтесь будить, дразнить и цеплять русского мужика. Давай. Этот вход имеет право отношения? Пытаемся грязь какую-то к этому подъедет православным русским, немножко сделать чище. Это не борьба, а это просто противодействие этому народному вторжению. They are accelerating the country's drive towards nationalism and control. Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Their tactics, fear and intimidation. У них была одна цель – это посадить мигрантов. Ideologically driven, these vigilantes act like law enforcement nationwide. Просто такая организация не может на ровном месте возникнуть во всех городах. What do they want? How much influence do they really have? And what happens when they take the law into their own hands? Меня зовут Катя Фил. Меня так называют в моем городе. Мне 31 год. Родом из города Архангельск. Я занимаюсь вечеринками. Вечеринки для меня это не профессия. Для меня это любовь. На мои мероприятия притягиваются неформальные люди. Люди с необычной внешностью. Яркие волосы, пирсинг, какой-то необычный макияж. Но в данный момент у меня эта деятельность на паузе. For her 30th birthday, Katya hosted a themed party. Это костюмы, это эстетика. Я сделала афишу, на ней была написана «Костюмированная эстет-вечеринка». Это размещалась афиша в моей закрытой группе. Когда я готовилась задуть свечи на торте, на мой частный праздник за закрытыми дверями заходят люди, которых не ждали. Я думала, что это какой-то розыгрыш. До меня начало доходить, что происходят какие-то ужасные вещи, потому что звуки и насилие доходили из разных сторон. Полиция, СОБР, сотрудники ФСБ, никто ничего не объяснил. Моего друга ударили прикладом оружия по голове. Ударили очень сильно девочку, положили ее на пол, она очень громко плакала. Alongside police, masked men wearing patches reading «Русская община» burst in. Они заставляли моих гостей доставать паспорта и фотографировали их на свои телефоны. Называли пидорами, называли лесбиянками. Моя мама была на моем дне рождения. К ней подошел человек из русской общины, она поняла это по нашивке. Он назвал ее квадробером и предложил встать на четвереньки, потому что у нее были ушки. Я понимала то, что это не спецслужбы, то, что это просто какие-то люди в гражданской одежде. Это снимал мой друг. К нему потом подошел человек из русской общины и начал ему угрожать. Что, типа, тоже хочешь так же? А с какого колена? А? Почему лишь? Лишнее? Не лишь. У меня доказательства, что вы не делаете. Так как это мои близкие люди,
Мне очень тяжело об этом говорить в целом. Это выглядело как нечто организованное против меня, против того, что я несу в общественность. Меня забрали в Следственный комитет давать объяснения по поводу того, что произошло. Сотрудник, который меня вывел на разговор, говорил о том, что он сильно поверил в Бога. Он говорил о том, что я не соблюдаю традиционные ценности, и то, что я какая-то не такая, и такие, как я, должны уезжать из страны. As President Putin launched his full-scale invasion of Ukraine, claiming he wanted to denazify the country, changes that had already been happening in Russia began to accelerate. Важно противодействовать попыткам навязать нашим гражданам, особенно молодежи, установки, разрушающие наши ценности. Называется снайперская винтовка Драгунова. Patriotic education, a military economy, and suppression of dissent all became part of daily life. Россия! Россия! President Putin increasingly embraced a vision of the country rooted in its past, calling for a return to traditional values. Across the country, nationalist movements stepped forward and followed his lead. Their activists say they help maintain public order, support the war effort, and revive Russian identity. Their critics say some groups act as fronts for extremism and intimidation. Ruskaya Община, or the Russian community, is by far the largest. It now has nearly 150 branches across the country and the occupied territories. Русская община — это неформальное сообщество русских людей, которые собрались для того, чтобы помогать друг другу, то есть взаимопомощь и возрождение своих традиций, своего культурного кода. Мы есть везде. Оглянитесь вокруг, видите русского человека? Возможно, он из русской общины. Members are recruited through their expansive network of social media channels. Their channels celebrate Russian identity, support for the war effort, and their intimidation of those they believe undermine their values. And migrants are top of their list. Most of Russia's migrants come from former Soviet states. In one of these, Kyrgyzstan, as much as 5% of the total population work in Russia. One, a woman called Razia, found herself at the center of Ruskaya Общina's anti-migrant campaigns. До этого случая мы не знали, что такое русская община. Потом мне объяснили, это такая группа, где националисты типа защищают русских. Razia and her family had moved to a Siberian village to build a life. Там мы единственная семья мигрантов. И у меня, естественно, сын начал там ходить в местную школу, как единственный нерусский мальчик. In his first week at school, Razia's 9-year-old son was beaten up by older boys. Их было 3, 2 держали, 1 избил. Они сказали, никто тебя не боится, типа ты мигрант, и вы мигранты, неудачники. The next morning, when Razia and her husband were driving their son to school, they came across one of the children responsible. Он как увидел нашу машину, начал убегать. И у меня муж вышел из машины и сказал, сядь в машину. Accounts differ on what happened next.
Razia says the boy got into the car of his own accord. Ну, я была возмущена, я сразу спросила, за что ты с ним так? Вот не было бы закона, такие как ты, убили бы всех детей. Мы приехали в школу, нас там встретили вот эти учителя. Он извинился перед моим сыном. Мы думали, на этом все закончилось. That evening, Razia and her husband were summoned to the police for questioning. The older child's mother was accusing them of kidnapping and threatening to kill her son. When the police dropped inquiries after a month, the mother turned to Ruskaya Община. Его поймали и посадили насильно в машину, угрожали убийством. Мой муж находится на СВО, и защитить меня некому. Прошу помощи у русской общины. Взрослый самец ваххабита не нашел ничего лучше, как вместе с дружками затащить парня в машину и запугивать его угрозами. Пацана грозились убить, держа в машине. Наши там работают над ситуацией. Ждем посадок. У меня нет слов. От этой лжи. В ситуацию вмешались активисты русской общины, которые подняли шум вокруг похищения. Они обратились за помощью к правоохранительным органам, требуя справедливости. An unpleasant but everyday incident in a remote village then captured Moscow's attention. That day, Alexander Bastrykin, the head of Russia's law enforcement agency, demanded a criminal case be opened against Razia and her husband. Вот такая идея высказывается людьми. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. The group often uses social media, asking for law enforcement to intervene. Bastrykin, in turn, frequently reacts by launching criminal proceedings. Возбуждено 2 уголовных дела. Виновный взят под стражу. Выражаю вам огромную благодарность за ваш труд. Мужа обвинили в похищении ребенка, а меня в угрозах убийства. Смотрю, мужа уже в наручниках уводят. Я начала паниковать, плакать, кричать. Следовательница, прямо она переживала за нас. Она говорит, за ней стоит русская община. Мой вам совет, вам надо нанимать адвоката. Razia and her husband were now facing years in prison. Я тоже отправлял заявление в Следственный комитет, инициировал проверку. Потому что один скажет, его не услышит, а если 1000 человек направят обращение, то власти приходится реагировать. Dmitry, not his real name, joined Ruskaya Община over 3 years ago. He agreed to talk if we protected his identity. А общинники, да, они чтят законы и пытаются помочь тоже Быстрыкину. Вот именно вот этими заявлениями, показаниями, там, какими-то резонансными делами, которые в инфополе там выходят, как бы, там, на федеральном, там еще по какой-то уровне, как бы, потому что это не замалчивается. Они инородцы, да, из другой культуры приезжают. И русская община — это как вот медицинский термин такой, антитела такие, которые не позволяют им как бы навредить организму. И поэтому вот, можно сказать, что вот русская община, да, это такая вот доктор такой. The group mostly targets migrants, but also abortion clinics. Чего вы говорите, детей русских? Понял? And cultural events. Вот именно сейчас. Мы столько делаем как бы для общества, ну, пытаемся сделать мир лучше, да, ну, условно. Пытаемся как бы грязь какую-то вот эту, которая перейдет православным, русским, как бы, немножко сделать чище. И музыку, и культуру, да и чтобы люди просто за языком следили, не болтали там всякие чушь.
На русскую общину я вступил после того, как вернулся после ранения с фронта. Лучше всего одним словом описать русскую общину — это братство. Люди просто устали уже от этого беспредела, да, ведь то, что видят, что полиция не справляется. Они хотят помочь обществу, да, государству, чтобы был порядок и спокойствие на улицах, противодействие вот этому народному вторжению. Their anti-migrant positions appear to be resonating. BBCI analyzed subscriber data from their main Telegram channel. In March 2024, their support surged. The context: a militant attack on Crocus Concert Hall, just outside Moscow. Islamist gunmen killed 150 people and left over 600 wounded. It was Russia's worst terror attack for 20 years. Russian authorities identified the gunmen as migrants from Tajikistan. Ruskaya Общina's hardline message attracted thousands to their cause. Alexander Verkhovsky has studied Russia's far right for over 20 years. He thinks Ruskaya Общina represents something radically new in Russian politics. Это отличается от тех, что были раньше, тем, что оно полностью лояльно политическому режиму, и еще тем, что его основатели действительно тесно связаны с церковными кругами. Отец Дорофей. Лидеров у русской общины несколько человек. Один, собственно, бывший политик и политтехнолог даже скорее. Я понимаю, но что-то как-то кисло. Привет, община! Другой активист православного движения против абортов. Приветствую всех наших единомышленников. Очень радостно быть среди вас. Третий журналист на тоже православном телевидении. Общинников в номинации за безупречную организацию слетов. У всех троих нет бэкграунда в собственно националистических движениях, политических. These leaders built an ideological movement that has been allowed to flourish. Русская община получила возможность действовать открыто по таким темам, которые раньше были полностью монополизированы государством, собственно. Вот две основные, да, это противодействие мигрантам, как воспринимаемым как враги, и каким-то противникам традиционных ценностей. Наиболее заметная в реальной жизни их активность – это, конечно, рейды. Ruskaya Община mobilizes their thousands of followers on Telegram, urging them to take action in their neighborhoods. These interventions are initiated by followers who report suspicious activity in group chats. Then, either with law enforcement or alone, Ruskaya Общina members will turn up to confront their targets. Others are pre-planned, such as raids against building sites, hostels, shops, and nightclubs. Members share videos of the actions to encourage others. Some posts viewed hundreds of thousands of times. To understand the scale, BBCI analyzed over 21,000 posts on Telegram from its main public channels and verified that more than 900 raids were carried out by its activists. Of these, over 300 were conducted with law enforcement. These figures are likely an underestimate. Русская община, которая вроде бы выступает за поддержание правопорядка, при этом действует в основном средствами запугивания, что само по себе незаконное поведение. As for their online messaging, BBCI found that 1 in every 4 posts refers to migrants and frequently features racist language. Любое вигилантское движение, в принципе, основано на представлении, что отдельный гражданин или группа граждан тоже может без полиции защитить правопорядок, если сталкивается с правонарушением. Понятно, что если есть некая группа людей, которая постоянно ищет такие случаи и очень предубеждена против некоторых других групп людей,
то неизбежно в ходе их борьбы за правопорядок будут возникать ситуации, наоборот, нарушения правопорядка. A month after her party was raided, Katya was charged with blasphemy, a criminal offense carrying up to a 3-year prison sentence. Обвинение строилось касаемо того, что русская община оскорбилась светильником в виде креста красного цвета с подсветкой, что это оскорбило их чувства как верующих людей. BBCI reviewed court documents from the case. Witnesses claimed she had insulted the feelings of Orthodox believers. У меня есть ощущение, что люди с русской общины искусственно создали момент с оскорблением. Если бы на мой день рождения не пришла русская община, то они бы не оскорбились и не нашли какой-либо повод, чтобы завести на меня уголовное дело. Некоторым свидетелям я смотрела прямо в глаза и хотела, чтобы в них проснулось что-то человеческое в этот момент, чтобы они осмыслили, что они вообще делают. Я не имею никакого отношения. A friend recorded her final words in court. Вину свою не признаю. Все свидетели, говорящие неправду со стороны обвинения, должны быть наказаны по существу. Хочу добавить, что 9-я Божья заповедь гласит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». In Russia, there are legal frameworks for civilian patrols. Trained volunteers are permitted to help police maintain public order. In the past year, Ruskaya Община members have tapped into this network to legitimize their actions. Sergei runs one such registered patrol in St. Petersburg. Ребята все-таки здравые, да, из русской общины. Многие здравые люди там. Я их позвал в народную дружину. While Sergei welcomes members, his concern is that Ruskaya Община is deliberately creating dozens of their own look-alike patrols, acting with no legal authority or accountability. Раз уж вы хотите бороться там с какой-то миграцией, приходите и будем делать это на законных основаниях. Просто прибежать в масках там на какой-то рынок, это не борьба с миграцией, это больше напоминает мелкое хулиганство. Leonid is now a part of Sergei's group, but used to belong to Ruskaya Община. He says its online content fueled him to take action against migrants. Насмотрелся роликов на Ютубе, увидел, что люди занимаются, если вместе, я подумал, что можно принять участие. В русской общине мне не устраивало то, что мы выезжаем непонятно куда, когда нет координации на месте, когда никто не несет ответственность. Большинство мероприятий создано для съемок видео, для, так скажем, показательных каких-то статей. Я не понимал, для чего все это делается. Неужели просто ради хайпа? Они заявляют действительно важные ценности. Вера, братство, единство, помощь, взаимопомощь. Но по факту для меня стало неясным, действительно ли они преследуют эти ценности или нет. Такая организация не может на ровном месте вот так вот возникнуть во всех городах. Скорее всего, кто-то покровительствует там. Власть, обратила внимание на людей и создала организацию. Не то, что власть разрешила создать такую организацию, где люди могут объединиться и по каким-то общим интересам, критериям. В Кремле, наверное, знают о Русской общине и других организациях. И
пока разрешает им действовать в рамках там, законодательства. Если бы там что-то изменилось, их бы давно запретили, как у нас сейчас принято. Все запрещать. At its annual celebration of Russian tradition, figures of power, influence, and notoriety are front and center, including the Orthodox Church's powerful anti-migrant hardliner, Archbishop Sava Tutunov. After his show of public support, the Orthodox Church was to order all bishops in Russia to work alongside the group's local branches, bringing Ruskaya Община further into the fold. Ruskaya Община claims to be a grassroots movement. Нет у нас никаких олигархов. Что бы там ни придумали, что бы про нас ни говорили, никто нас не финансирует. Мы русские! С нами Бог! Yet financial documents seen by BBCI reveal they receive funding from obscure charitable foundations. One belongs to Sergei Mikheyev. Widely known for his provocative TV statements, he is reported to work closely with the Kremlin and on assignments for Russian intelligence abroad. Another regular donor is a foundation controlled by Igor Khudakormov, a reclusive billionaire businessman and one of Russia's largest landowners. Я испытывала страх с каждым днем все больше и больше. Мне приходилось надевать на себя парики. Я думала, что, не дай бог, кто меня узнает, могут, возможно, какие-то насильственные действия в мою сторону совершить. Мне дали 200 часов исправительных работ. Очередное мое путешествие в больницу начинается так. Сегодня мы идем мыть коридор. Грязи навели. Вот это да. Да, аккуратней, скользко может быть. Это тяжелая депрессия. Последние 6 месяцев для меня нестабильны больше в психическом, в психологическом плане. Чтобы сохранять свое душевное спокойствие и не проникать в какое-то внутреннее уныние, я всегда приходила на отработку нарядной. Где-нибудь видели вообще санитарку на каблуках? А она есть. In Siberia, Razia's family received unexpected news. Razia's husband was released from custody. The residents of their village shared a video in support of the family. Началась истерика. Зачем ты родила меня? Детям высказывают. Жители поселка Светлый собрались здесь в поддержку семьи пострадавшего ребенка мигранта. The charges of kidnap and threat to kill that Ruskaya Общina had lobbied for were dropped. But their tactics still worked. Not long after, worried about their prospects in Russia, the family returned to Kyrgyzstan. У них была одна цель – это посадить мигрантов, несмотря на то, что виновны они или нет. Мы, конечно, чувствуем себя пострадавшие от русской общины. Не только мы пострадали, из-за этой общины пострадали и наши дети, которые ни в чем не виноваты. Я жила 10 лет в каком-то определенном ритме. Меня это радовало, я этим жила. Что ты испытываешь, когда отнимают часть тебя? Ты чувствуешь утрату. И сейчас я чувствую утрату, да. И я это переживаю так, да. BBCI spoke to numerous supporters of Ruskaya Общina, who describe how groups are mobilized alongside the authorities. But also critics who say their online content inflates what they actually do. We also heard from many victims, too scared to speak on camera, who described the climate of hostility gripping everyday life. How long the movement lasts depends on the system.
Its ideas, however, continue to spread.